Друзья, привет! Вы на канале Чудо-обзор. В этом видео покажу, каким методом легко и быстро, а главное без дополнительных затрат, можно продлить работу светодиодной лампы. Насобирал несколько нерабочих ламп от разных производителей и сейчас в ускоренном темпе постараюсь их починить. Скажу сразу, это не профессиональный ремонт, уверен, с этим справится даже студент без опыта. Так что лайк, подписка, погнали! Начинаю с бренда Евроламп. Страна регистрации бренда Германия, производитель Китай. Первым делом нужно ножиком пройти вокруг полупрозрачной пластиковой полусферы, то есть подрезать клей герметик, чтобы легко без труда добраться до платы со светодиодами. Рассеиватель здесь открепился легко. Теперь ищем перегоревший светодиод. Вот, есть на одном светодиоде маленькое черное пятнышко. Что получается? Из-за обрыва цепи один светодиод перегорел и перестает работать вся лампа. Сейчас этот светодиод ножиком удаляю и вместо него делаю перемычку. Беру самый простой паяльник и без фанатизма на месте бывшего светодиода спаиваю контакты. Здесь суперточности не нужно, главное, чтобы контакты спаялись. Да, конечно, на место контакта можно припаять другой новый светодиод, но сейчас не об этом. Я хочу показать самый легкий и простой способ. Вот и все, сейчас проверим, будет ли работать. Вот так, лампа заработала. Так, что тут у нас осталось? Ваттметр показывает 10,2 Вт. В итоге с 12-ваттной лампы у меня вышла 10-ваттная. Теперь самое главное, чтобы она после ремонта прослужила чем подольше. Еще одна лампа такого же бренда, Евроламп. А ну-ка попробую просто без ножика. Как видите, все просто. Рассеиватель снимается легко. Даром, наверное, ковырялся ножиком в первой лампе. Вот, а здесь очень прекрасно видно, что светодиоду точно пришел кирдык. Сейчас все то же самое делаю и здесь. Каких правил нужно придерживаться, чтобы в целом дольше работали все светодиодные лампы? Во-первых, если вам нужно много света в комнате, лучше использовать несколько ламп по 5-7 Вт, чем одну на 15-20. Во-вторых, следите за качеством соединения проводки и состояния патронов ламп. Стабильность тока и напряжения – гарантия долгой работы светодиода. Во-третьих, избегайте частых включений и выключений ламп. Вот, все хорошо, лампа снова рабочая. Следующая лампа фирмы Клаус, производитель Турция. Всего имеет 5 Вт, рассеятель тоже легко снимается. А как же тут распознать по светодиоду, если визуально здесь все хорошо? Проверить можно мультиметром, прозвонить каждый светодиод. Если светодиод рабочий, он должен засветиться, при этом не забывая, что нужно соблюдать правильную полярность. Но, согласитесь, мультиметры не у каждого дома есть, а я хочу показать самые простые способы. Беру обычный пинцет и начинаю каждый светодиод перемыкать, то есть имитировать перемычку. Главное, чтобы был хороший контакт. Таким способом я ищу разрыв цепи, но при этом лампа должна быть запитана. Вот и нашелся разрыв. Походу в этом месте светодиод нужно удалять. Делаю метку и удаляю. Паяем, после чего проверяем. Я думаю, принцип поняли. Следующая лампа бренд Ferron. Страна регистрации Украина, производитель Китай. Здесь, чтобы ее вскрыть, нужно усилий побольше. Лампа 10-ваттная. Вот что здесь внутри. Вижу, светодиод под номером 2 имеет маленькую черную точку. Уверен, можно смело без сомнения удалять светодиод. Паяю, немного перебор, собираю и проверяем. Все работает хорошо. Сейчас посмотрим по ваттметру. Осталось в лампе 7,4 и 7,3 Вт. Понятно, что на остальные светодиоды увеличится нагрузка, но для большинства ламп это не критично. Дальше лампа Титаном. Походу тоже регистрация бренда Украина, производитель Китай. Здесь не пожалели клея. Рассеиватель реально не получается снять. Как так можно? Зачем так сильно? Как вам видно, над корпусом поиздевался уже достаточно, местами нехило поврежден. Можно, конечно, чуток подогреть или как-то другим способом, но я уже пошел на принцип. Сейчас поломаю, но все равно вскрою. Ох, ёшкин кот, чуть зубы свои не стер, наконец-то. Да, не пожалели китайцы клея. Жаль, с такой облицовкой лампу уже не вернуть по гарантии. И на OLX я тоже не продам. И что здесь внутри? Да, есть черная метка, не сильно в глаза кидается, но все-таки она есть. Ну что, будем удалять. Хорошо, хоть внутри намного проще. Немножко припоя и на проверку. Вуаля, даже работает. Хорошо. Итак, что тут осталось? 7,9 Вт. Экономия, согласитесь.
Еще одна лампа бренда Евроламп. Что мне в них нравится, так это очень легко вскрывается, также легко и собираются обратно. Что здесь? Да, маленькая точка все-таки тоже присутствует. Так, здесь все то самое, если по ваттметру осталось 10,2 Вт. Сейчас покажу лампу с сюрпризом. Цоколь здесь Е14. То, что она совсем без маркировки, это ничего. Вот что внутри здесь интересно. Походу лампа была в ремонте. Видно, что двух светодиодов нет и работает только одна сторона светодиодов. Итак, беру пинцет и пробую найти разрыв цепи. Немножко некомфортно, лампа засвечивает глаза. Но ничего, нащупать все-таки удается. Вот, в каком месте буду паять перемычку. Проблема устранена, лампа работает. Сейчас посмотрим, сколько в лампе осталось ватт. После 3 отсутствующих светодиодов осталось в лампе всего 6,4 Вт. Еще осталось 2 лампы, бренд Ferron и Евроламп. Их тоже без труда удалось починить. Что в результате вышло? Итого, с 9 ламп мне удалось всем продлить срок службы. Практика показала, лампы практически на 100% поддались ремонту. Так что мой совет, точно не стоит выкидывать такие светодиодные лампы. Ведь за 1 минуту в домашних условиях одной лампе можно дать вторую жизнь. При том, что без дополнительных затрат. Сколько времени прослужат лампы после ремонта, посмотрим. Время покажет. Если будет интересно узнать о сроках, заходите в комментарии, буду информировать. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.